с этой скульптуры, которую можно увидеть в Музее изобразительных искусств имени Пушкина, у меня связано одно прекрасное личное воспоминание. Когда я сдавала экзамен по искусству античности и упомянула отдыхающего Гермеса, наш профессор, чудесный Глеб Иванович Соколов, очень оживился и спросил меня: «А как именно сидит Гермес? Покажите». Тогда я не смогла точно воспроизвести его позу, но теперь, приходя в музей, всегда обращаю на это внимание. Гермес опирается на левую ногу и на согнутую в локте левую руку. При этом почти прямая правая рука чуть отведена назад, а правая нога свободно вытянута вперед. И хотя Гермес отдыхает, его поза полна динамики, в том числе и за счет разворота корпуса и поворота головы. И эта динамика нужна Гермесу для того, чтобы после краткого отдыха продолжить движение, продолжить свой бег или свой полет. Мы видим, что у него крылатые сандалии. Напомню, что Гермес — вестник, и он не только приносит известия, но и приносит известия от богов, но и объясняет их, то есть его деятельность связана с мышлением, словом и интерпретацией. Теперь рядом с сидящим Гермесом мы поместим мыслителя Родена. У него более устойчивая классическая поза, связанная с глубокой задумчивостью. Здесь можно вспомнить и такие примеры, как «Меланхолия» Дюрера или икона с изображением Ильи Пророка в пустыне. А от мыслителя попробуем сделать в буквальном смысле прыжок. И перед нами уже видеоарт конца XX века. Это работа Билла Виолы, которая называется «Зеркальная поверхность» The Reflecting Pool. То есть буквально это отражающая водная поверхность. Но ведь рефлексия связана не только с отражением, но еще и с размышлением. Билл Виола говорит, что эта работа — его размышления на тему пещеры Платона. И если вы помните, а, зрители там не могут увидеть реальность во всей ее полноте, а наблюдают только тени на стене. И вот Виола в своей работе играет не с тенью, но с отражением. И мы видим фигуру мужчины и его отражение то вместе в одном кадре, то по отдельности, попеременно. Интересно, что в работе Виолы как бы объединились два формальных момента. Это взлет, который обещает фигура отдыхающего Гермеса, и собранность, концентрация, как у мыслителя Родена, то есть вот почти в такой же позе а, герой работы Виолы замирает над поверхностью воды. То есть медитацию можно понимать и как покой, и как полет. А размышление о том, как изображают медитацию, дает нам возможность увидеть интересные связи между произведениями разных авторов и разных эпох.